Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Мы продолжаем обсуждать самые главные события в мире футбола. И следующая моя реплика посвящена, как я уже говорил в предыдущей части нашей программы, неким законодательным инициативам вокруг футбола. В частности, тут объявили о том, что за договорные матчи будет наступать уголовная ответственность. В общем, ничего против не имею. Как болельщик, как спортивный журналист, как человек неравнодушный к российскому футболу, только за то, чтобы договорных матчей действительно в нашем футболе не было. А то, что они есть, и то, что они присутствуют по-разному, это правда происходит, но то, что они есть, мне кажется, не сомневается никто, хоть более или менее знаком с кухней российского футбола. Но вот для меня вот эта инициатива о том, что объявление громкогласно о том, что уголовная ответственность за договорные матчи теперь всех напугает, никто больше этим заниматься не будет, для меня очень сомнительно, честно говоря, вообще этот тезис. Дело в том, что уголовная ответственность за разного рода финансовые махинации, вот эти договорники и так далее, она присутствовала и до этого. Кстати, футбольные функционеры всегда, когда им говорили, что надо бороться с договорными матчами, все время говорили, это не наша задача. Это уголовное преступление, с которыми должны бороться там отделы по экономическим преступлениям и так далее и тому подобное. И отстранялись от этой истории. Ну, не знаю, вот это объявление о том, что это теперь уголовная ответственность, мне кажется, как раз льет воду на мельницу как раз футбольных функционеров, которые скажут, ну что же вы от нас хотите? Вон, есть уголовная ответственность за все, что происходит, там, договорные матчи и так далее. Мы-то тут при чем? Понимаете, введение уголовной ответственности за договорные матчи, ну, это такое масло масляное. Это уже было. Да, только надо было раскрывать, ловить за руку и так далее. А в футболе это сделать очень трудно. Очень часто договорные матчи не носят ярко выраженной финансовой, что ли, составляющей. Да. Есть так называемые взаимозачеты. Да, ты мне, я тебе. Нетрудно, да, обладая абсолютно там, математическими способностями на уровне первого класса, посчитать, что 3 это больше, чем 2, да, например. То есть, если две команды договариваются, что вместо того, чтобы рубиться и вдруг сыграть в ничью, и там, и потерять по 2 очка, заработать по одному, они договариваются, что дома выигрываете вы, а там в гостях выигрываем мы. Вот две команды получают по 3 очка и радостно уходят. Очень часто, когда клубы выполняют какую-то определенную задачу, которую им поставили спонсоры на этот сезон и так далее, одни отдают очки в этом сезоне, а в следующем им возвращают и так далее. Ну, то есть схем невероятное количество. Не всегда это там прямое дача взятки там, и так далее. И вот такого уровня договорники выявить, да еще там каким-нибудь органом безопасности, правопорядка и так далее, тем более, которые очень многие еще и далеки от футбола, они просто не имеют такой возможности. Ну, я не знаю, не будут же они внедрять в клубы там своих сексотов и так далее, которые будут раскрывать вот эти преступления. Да и то, настолько закрыты наши футбольные вот эти сообщества, что чужаков сразу вычислят, на мой взгляд. Вот, поэтому, ну не знаю, на мой взгляд, как раз нужно со всеми этими договорниками бороться футбольными методами. Не знаю, насколько это вообще победимо, но судя по тому, что происходит в Италии, из года в год, там сажают, дают реальные сроки. Таких грандов, как Ювентус, сплавляют вообще в низшие лиги. Сколько этих... Сейчас огромный скандал в турецком футболе, где одному из организаторов вот этих договорных игр и так далее, очень серьезному человеку в футбольных кругах Турции грозит серьезное тюремное заключение. Но договорники и договорные матчи как существовали, так и существуют. Не только в футболе, кстати, и в теннисе очень часто происходят скандалы, и в различных других видах спорта. Там, где крутятся большие деньги, всегда есть люди, которые на этом, понятно, хотят нажиться. Тем более, что деньги, которые крутятся сейчас в букмекерских конторах, на сайтах, где делаются ставки, они просто огромные. Просто называются там суммы, которые приближаются к доходам по наркотрафику и так далее. Просто это миллиарды долларов в мировом масштабе. Вот. Но то, что
тут должно быть сочетание борьбы. Ну, во-первых, там, где есть экономические преступления, финансовые преступления, должны работать законы и правоохранительные органы. Там, где можно этим бороться с футбольной какой-то точки зрения, различные, можно вводить общественные советы, какие-то наблюдательные советы, которые будут разбирать матчи действительно такого странного содержания и так далее. То есть там, ведь в конце концов, серьезные футбольные специалисты могут вынести вердикт, ну просто им надо дать это право. Ввести туда серьезных людей, которым доверяют и болельщики, и тренеры, и судьи, и футбольные функционеры, и которые будут разбирать вот эти так называемые странные матчи и выносить вердикт, переигрывать игры, кого-то наказывать и так далее. Вот может быть вот это сочетание таких методов и даст какие-то серьезные результаты. Но, конечно, хотелось бы, чтобы футбол был чист от этих вот всех махинаций, чтобы он был честный, яркий, интересный. Это пойдет на пользу и самому футболу, и с экономической точки зрения в том числе, и болельщикам, которые этот вид спорта любят. На этом все. С вами был Гия Саралидзе. Смотрите и читайте «Вестник Кавказа».